Привет, друзья! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую своих подписчиков. А в этом видео мы с вами будем распаковывать вот такую огромную посылку, пришедшую ко мне из Тимола. Кто не знает, это русское отделение компании AliExpress. Ну что ж, давайте будем с вами эту посылку распаковывать. Немножко только сначала ее осмотрим. Визуально это видно, что это у нас с вами кухонный комбайн марки Bosch. Где Bosch и где AliExpress. Вот, поэтому, скорее всего, некоторые могут быть вопросы у нас, конечно же, к качеству. Но, тем не менее, надеюсь получить качественную вещь, мы с вами ее распаковываем, что называется, в надежде на лучшее. Так. Значит, добралась до меня посылка очень быстро. Или 2, или 3 дня, и курьер доставил посылку до двери. Единственное, за день до того, как курьер уже привез, мне пришло оповещение на почту. Оповещение немножко двоякое. В этом оповещении было написано, что посылка уже на почте. Вот, что меня немножко взбудоражило, и пришлось сходить на почту, убедиться, что там все-таки ничего нету. Вот, и здесь, конечно, все-таки имелось в виду доставка. Так. Внутри сразу же заявление на возврат присутствует. На случай каких-либо проблем. Целое, все в порядке. Так, здесь у нас. Так. И так. Так, здесь у нас упакованные в бумагу элементы. Так, значит, первый элемент у нас вот такая пластиковая крышка. Так, откладываем ее сразу же. Далее также запакованная бумага. Так, вот такие 3 венчика. Один, причем вот такой вот крюкообразный, напоминает руку капитана Крюка. Второй венчик, ну я так понимаю, для теста, ну и третий для всяких, для взбития всяких более жидких вещей. Так, хорошо. Так, это у нас пластиковый здесь элемент, не упакованный. Так, хорошо. Так. Значит, это у нас стакан, блендер. Так, здесь вот, ага. Так, еще упаковка. Так, дальше у нас идет элемент, это у нас мясорубка. Так, ну мясорубка здесь, хотя она и присутствует, она, конечно, не очень мощная. То есть для агрегата с заявленными 600 ваттами понятно, что мощной такая мясорубка быть не может. Вот. Ну, в принципе, по разным отзывам у разных людей разные впечатления. У кого-то, в принципе, достаточно неплохо она работает, у кого-то застревает и приходится по множеству раз ее очищать. Ну, посмотрим, как она будет у нас работать. Так, далее у нас идет целая упаковка инструкций. Инструкции. В том числе на русском языке присутствует инструкция. Так, здесь то же самое. Инструкция на русском есть. И здесь то же самое присутствует на русском языке во всех 3 инструкциях. Так, дальше смотрим. Еще упакованный в бумагу элемент вот такой. Это у нас крышка. Тоже нормальная, целая. Так, следующий элемент также в бумагу упакован.
такая вот крышечка. И заодно у нас здесь элемент вот этот пластиковый для проталкивания, для измельчения. Он в принципе целый. В одном из обзоров я видел, что пришел побитый людям этот элемент. Ну, в моем случае мне повезло, у меня ничего не побито. Так, здорово. Так, подставка для всех этих насадок упакована в пленку. Так, здесь еще у нас имеются элементы для приклеивания. Ну, не знаю, посмотрим. Так, еще у нас здесь имеется компакт-диск. Так, ну и, собственно говоря, сам комбайн. Она пустая. Так, вот сам комбайн, выглядит он вот таким образом. Угу. Лопасти. Внутри крышка. Еще одна. И внутри у нас, сейчас посмотрим, здесь их сколько, по-моему, по два, наверное, или по одному. По одному. Соответственно, насадка такая и насадка для измельчения дольками. Вот, 3 насадки. Так, важный элемент у нас вот этот пластиковая чаша. Во многих кухонных комбайнах она прозрачная, в данном случае она не прозрачная, она у нас пластиковая. Нижний вот здесь элемент у нее, он предназначен для фиксации чаши в самом кухонном комбайне. Ну что ж, нравится очень, что базовый блок очень компактный, то есть в принципе для предыдущего комбайна, достаточно старой модели Bosch, места требовалось на столе очень много. Вот здесь он гораздо компактный, немножко напоминает такого робота. Но, конечно же, вот все вот эти сопутствующие элементы, они, естественно, занимают много места, ну их предполагается куда-то все-таки их складывать, убирать. Вот, конечно, если это все как-то складывалось один в один, все, и очень компактно бы куда-то убиралось бы, было бы вообще замечательно. Ну, похоже, этого нету. Так.
лучше надавливаешь, придерживаешь всю чашку, да. Так, а теперь проведем испытание, сколько потребляет у нас электроэнергии. В первом режиме давайте. Блендер. В втором режиме. В третьем режиме. В выключенном состоянии потребление 0, то есть вполне можно оставлять включенным в розетку на долгое время. На этом я, наверное, буду заканчивать. Вас я хочу поблагодарить за просмотр моего очередного видео. Если у вас есть какие-либо вопросы, конечно же, пишите в комментариях, постараюсь на них обязательно ответить. А в конце же, как всегда, у меня формальности. Те, кто еще не подписался на группу в социальных сетях моего YouTube канала, сделать это можно по ссылкам в описании к видео. Если вы приобретаете эти товары, либо что-то еще на просторах интернета, то не забывайте обязательно использовать кэшбэк-сервисы. Те кэшбэк-сервисы, которые использую я, рекомендую, ссылка на них будет в описании к видео. А если вы считаете, что мой канал заслуживает небольшой поддержки, то свои 5 копеек бросаем по самой нижней ссылке в описании к видео. Все, друзья, всем счастливо, пока!